Всем привет! Ну что ж, мы с вами продолжаем серию про мои самые необходимые цвета для портрета. И сегодня по результатам вашего голосования мы будем говорить про синий и зеленый. Если кто-то первый раз смотрит видео из данной серии, то здесь я рассказываю про свои самые ходовые оттенки определенных направлений. И рассказываю также, с чем я их мешаю и почему именно эти цвета мне нравятся. Если вам интересно подобного рода видео, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Так, ну что же, начнем мы с вот такого светлого зеленого оттенка. Это зеленая земля, Terra Verte она же. У меня это Рембрандт на пигменте PG23. Однопигментная краска. Она очень-очень землистая. То есть она довольно сложно набирается на кисть. У нее мягкий, спокойный зеленый оттенок, вот прям максимально земляной, насколько может только быть. Не яркая, не насыщенная, очень спокойная зеленая, с выраженным эффектом грануляции. Очень люблю использовать этот цвет самостоятельно, не включая в замесы с какими-либо другими цветами, поскольку он сам по себе обладает некой такой белесостью, при этом, конечно, в составе нет белил. В растяжке это такой мягкий, я бы сказала, телесный зеленый оттенок. То есть это такой зеленый, который чаще всего встречается на коже. Следующий цвет, это уже гораздо более яркое зеленое, зеленый апатит, натуральный, от Daniel Smith. В плотном слое это очень темная, травяная зеленая, хороший базовый глубокий травяной цвет, но при этом в растяжке она становится немножко более салатовой и желтоватой в подтоне, и также безумно красиво гранулирует. Если мы возьмем зеленую землю, да, то она гранулирует как бы сама в себя, скорее это больше эффект флокуляции, то есть когда пигмент просто скапливается в такие небольшие хлопья и как бы выпадает сам в себя. А здесь у нас эффект грануляции другого плана, то есть здесь грануляция идет за счет мелкого порошка самого пигмента, и эта грануляция у нас такого темно-темно-коричневого плана. Следующий цвет Cascade Green, тоже Daniel. В составе этой краски P-Brown 7, это сиена натуральная, и фталоциан синий PB15. На самом деле может показаться, что вы можете смешать эти две краски и получите нечто подобное, но я вас заверяю, нет. Почему-то именно в замесах такого эффекта вы уже не видите. Это очень красивый цвет морской волны, при этом он мягкий, не экстра яркий. И распадается он в коричневый и в голубой соответственно. Очень красиво, но требует большого количества воды, чтобы проявить свой распад. То есть, если вы будете его наносить плотно, он будет как спокойный цвет морской волны. Такой глубокий, мягкий при этом оттенок. Ну, может быть, она подсохнет и распадется, мы посмотрим с вами поближе, попозже. Но вообще цвет очень красивый, особенно самостоятельно на фонах, например, если фоны у вас, соответственно, зеленого плана. Дальше. Maya Blue натуральный, это тоже Daniel. Вот этот цвет я вообще безумно люблю, и одно время он у меня был в тенях практически постоянно, когда мы говорим про тени, именно такие холодные, на контрасте с теплым. Тоже гранулирует. Спокойный бирюзовый оттенок с холодным подтоном. В плотном слое немножко напоминает индиго. Дальше. Самый популярный, мне кажется, небесный голубой цвет вообще во всех марках, это цирулиум голубой, и это PB35, однопигментная краска Рембрандт. У Рембрандта в 2019 году, вот совсем недавно, вышли дополнения к цирулиуму, то есть различные варианты других кобальтов, более зеленоватого плана, более интенсивно синего, но, честно, я как была фанатом классического цирулиума, так и осталась. Тоже краска мылкая, тяжело набирается на кисть, потому что в составе именно оригинальный пигмент, то есть это не имитация за счет фталоциана или каких-то других синих, поэтому, конечно, он сложнее набирается, но он и более стойкий, то есть он меньше будет подвергаться каким-то воздействиям,
и он тоже гранулирует. Люблю его использовать в заливках, в растяжках цвета, когда мне нужно сымитировать холодный свет, то есть в первых слоях очень красиво ложится. Дальше это Pinax, вот такой лазурный горизонт называется цвет, в составе белила, это PB15, PG7, P-Violet 6, то есть по факту классическая комбинация бирюзового цвета плюс белила. Я его не очень часто использую, но иногда он прям акцентно красиво ложится, особенно если речь идет про какую-то заливку, например, небесную. Я делала им как-то на сатине вместе с Соколань, если смешивать с интенсивно насыщенной жидкой акварелью подобного цвета, то получается прям очень-очень звонкий бирюзовый такой лазурный цвет. Ну, опять же, в замесах с кожей я его использую только в тех случаях, когда сам портрет такого молочного плана, когда не контрастная работа, потому что все краски с белилами, они немножечко жухнут в смесях, и все смеси на основе белильных красок, они выглядят чуть более спокойно после высыхания, чем когда вы их наносите, поэтому здесь нужно контролировать этот момент и понимать, нужен ли вам этот бархатный эффект или нет. Ну и также люблю его использовать иногда в каких-то глубоких фонах, например, если мне нужно замьютить черный, ну то бишь немножко сделать их менее насыщенными, опустить по глубине тона, чтобы они приобрели такую серебристую глянцевость, что ли, даже не знаю, как объяснить это явление, но чтобы черный не был глубокой такой вот черной просто дыркой, да, в работе, а чтобы он был чуть более серого плана. Так, идем дальше. Самая популярная зеленая во многих моих работах, вообще базовая зеленая, которая, мне кажется, должна быть у каждого художника, потому что на основе этой зеленой создаются другие зеленые, такие как зеленая хукера, травяная, различные салатовые краски, бирюзовая, в том числе самое популярное сочетание на PG7 и PB15. Это, соответственно, Phthalo Green. В русских марках это всегда была ФЦ, сейчас я не знаю, как там ситуация обстоит, потому что давно уже ими не пользуюсь, но в целом вы можете просто искать эту зеленую на основе PG7. Также стоит отметить то, что эта зеленая бывает нескольких подтонов, то есть у нее бывает отмечено какое-то направление подтона. Допустим, у этой направление подтона синеватое, то есть она холодная. А есть также PG7 с теплым подтоном, она называется, соответственно, желтая. То есть тут надо смотреть, какой больше вариант вам подходит. С желтым подтоном также есть в Рембрандте, совсем недавно она вышла. Но я не стала ее сюда включать, потому что, по сути дела, они очень-очень сильно похожи. Очень звонкая краска цвета зеленки. У кого-то такой цвет вызывает восхищение, кому-то он кажется максимально фломастерным и ярким. Я самостоятельно его редко использую, но он у меня состоит в замесах, в таких, в которых вы даже не можете представить, то есть не в каких-то логичных, да, напрашивающихся, типа в зеленых, а именно в замесах с телесными оттенками. Идем дальше. Вот такой Peacock Green, это Шинхан. Очень бюджетная линейка акварели и при этом вполне неплохая, особенно для студенческих каких-то задач. Да и в целом я периодически использую акварель этой линейки. Здесь в составе PG7, PB15. Классический вообще вариант ярких бирюзовых оттенков. Очень насыщенный, яркий, такой классический бирюзовый цвет. Единственный минус всех бирюзовых — это то, что на камере они не настолько насыщенные, насколько насыщенные вживую. Но этот прям светится. Дальше. Индиго ван Гоговский.
На самом деле индиго у Рембрандта мне нравится тоже очень, но как-то в основном почему-то у меня в ходу именно этот ван Гоговский индиго. В плотном слое выглядит практически как черный и синий-черный такой оттенок. Очень красивый, глубокий. Состав у этого индиго PB15, PBK6. Идем дальше. Вот такой цвет Pinax тоже. Единственный момент, мне его высылали на тест очень-очень давно, и сейчас у них название этого цвета поменялось. Там не серая пена, а что-то там с синим связано. В общем, смотрите состав. PB15, PBK6, то же самое, да, что в индиго, и еще PViolet 19. То есть меняется в своем подтоне, потому что он трехкомпонентный. Вот такой красивый оттенок бирюзового. Это что-то промежутки между этими двумя. Очень красивый синий-бирюзовый оттенок. Собственно, тот самый PB15, который есть в составе абсолютно всех бирюзовых, которые мы сейчас выкрашивали. Это Phthalo Blue с оттенком Red. То есть та же самая песня, что с Green. Есть у нас подтон всегда, то есть есть с оттенком Red и есть еще, по-моему, с зеленым, точно сейчас не скажу. Но, в общем, разные бывают Phthalo. Этот Phthalo с красным подтоном, то есть, по сути дела, это более холодный вариант Phthalo. Вот такой звонкий синий красавец. Самостоятельно очень, конечно, красивый. Я бы отнесла его к классическому синему цвету. И так же, как и Phthalo зеленый, настоятельно советую иметь его в своей палитре, потому что на его основе можно получить огромное количество бирюзовых. Даже элементарно мешая в разных пропорциях эти две краски, можно получить огромное количество вариаций, а добавляя, соответственно, туда ультрамарин или, например, хинокридон фиолетовый, вы получаете просто море морских оттенков. Следующий Cobalt Blue имитация. Это тоже Шенхан. У нас в составе PB29, PB15. Это ультрамарин и вот такой Phthalo. Что значит имитация? Это значит, что, конечно же, это не кобальт в составе, а именно смесь вот этих двух пигментов. Похож на оттенок выше, но чуть более голубой, если сравнивать. То есть верхний уходит в синий, а этот скорее можно отнести к голубым. Тоже красивый, в принципе, вы можете, конечно, иметь чистый кобальт в палитре, либо вот такую имитацию многие тоже любят. Во многих марках есть, у Ван Гога, по-моему, тоже есть имитация вот этого кобальта. Ну, в общем, не принципиально. И последние два цвета — это Рембрандт. Конечно же, ультрамарин. Ультрамарин Deep у меня. Это PB29. Тоже базовая краска, которую советую иметь в своем арсенале. Такой начальная базовая синяя краска, которую советую иметь в своем арсенале. Отлично также мешается со всеми фиолетовыми, розовыми, с красными. Дает интересные лиловые сочетания. С зелеными также. Мне очень нравится мешать ее с желтыми, потому что на основе нее именно получаются спокойные зеленые. И последнее, божественный, просто король всех синих красок, это индантреновый синий Рембрандт. PB60. Я предпочитаю, чтобы индантреновый синий был именно PB60, не имитация. Очень красивый, глубокий синий оттенок с выраженным холодным подтоном, потрясающий вместо черного. Так, ну и давайте теперь покажу вам, с чем же я люблю мешать свои зеленые и синие. Конечно, каждый зеленый, каждый синий можно смешать с желтым, но опять же это несколько, мне кажется, банальное сочетание. В принципе, когда я рассказывала про желтый, я вам говорила особенности их в сочетании с синими и зелеными, да, какие из них светятся, какие дают более спокойный вариант зелени. Поэтому я расскажу вам именно про какие-то интересные сочетания, на мой взгляд, не самые популярные, но в моих работах очень часто я их использую. Итак, это с красными. На примере, допустим, с
каскад зеленый. И к нему, допустим, мы возьмем вот такой классический красный, антраквинот красный, с более теплым оттенком. Так, каскад грин плюс антраквинот. Мы получаем вот такой вариант теплого коричневого оттенка. И в растяжке этот коричневый тоже очень интересный. Если вы положите больше зеленого, соответственно, у вас будет более пепельный оттенок, больше красного, будет больше красно-коричневый. На мой взгляд, опять же, этот цвет довольно уникальный, и мало где в чистом виде вы найдете именно вот такой оттенок коричневого. Давайте дальше. Очень люблю мешать цирулиумы, например. Если мы говорим про бирюзовые, то здесь мне нравится мешать с более красно-оранжевым. Именно оранжевый должен быть подтон. Давайте возьмем вот этот Peacock Green немножко, да, и возьмем к нему вот такой красно-оранжевый. Это пироль, смешанный с вермиллионом. Ну, на самом деле, любой красно-оранжевый. В принципе, такая же логика абсолютно. Если мы говорим про плотный тон, то это вот такой красивый серо-зеленый оттенок. Очень глубокий, близкий к черному. Если мы говорим про более мягкий оттенок цвета, то мы получаем, опять же, теплый коричневый с выраженным персиковым подтоном. Тоже очень люблю. Ну и опять же, в растяжке это будет, допустим, более синий-серый оттенок, вот такой красивый. Этот будет ближе к телесному. Дальше, самое любимое, все белесые синие, то есть любые цирулиумы, они же кобальты, лазурные всякие белильные краски, они очень хорошо мешаются именно с красно-коричневыми. То есть, опять же, тоже семейство красных остается, но в другую сторону. Именно с красно-коричневыми, особенно это касается натуральных цирулиумов, потому что они гранулируют, и когда мы их мешаем, например, самые популярные это венецианские или английские красные, то мы получаем невероятный жемчужный оттенок серого. Сейчас я вам покажу, допустим, с английской красной, да, и вот такой оттенок серого мы получаем. Он очень красивый, очень благородный. Просто потрясающий цвет. Это вот прям перламутровый серый. Очень красиво. Ну и, конечно, со всеми красно-розовыми тоже будет потрясающе сочетаться. Давайте на примере Maya Blue я вам покажу замес с красным хинокридоном, допустим. Maya Red тоже подойдет от Daniel, если вдруг у вас есть эта краска. Ну или любая вишневая, ярко-красно-розовая краска. Ну и, соответственно, мы получаем вот такие потрясающие фиолетовые варианты и различные красно-лиловые оттенки. Ну и, соответственно, имейте понимание, да, что чем теплее зеленый, тем теплее будет замес коричневого, больше будет уходить в желтый подтон. И чем более разбеленный вариант сине-зеленого, да, допустим, если мы горизонт смешаем с тоже красно-розовый, то мы получим уже более нежные лавандовые варианты. То есть на самом деле зеленый очень многогранный в качестве цвета для замеса. Как вы видите, все эти варианты, они сами по себе уникальные, и, скорее всего, аналогов в готовом виде вы не найдете. Ну, может, что-то похожее вы в любом случае намешаете из подобных сочетаний. На этом у меня все. Очень сильно надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Обязательно поддержите меня, если вы хотите видеть следующее видео в данной серии. Хочу с вами поговорить про мои самые, наверное, любимые. Это всякие яркие красные и ярко-розовые краски. Всем большое спасибо за просмотр. Буду признательна за вашу подписку, любую поддержку. И пока!